Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это обзор выходного дня. Давайте с вами обсудим грядущие тенденции на мировых площадках и уделим внимание американскому рынку, потому что американский рынок, наше все, это чистоганом дикий капитализм, который пришел наконец-то в равновесие. Он рождает все мировые тренды, все туда стремятся и все ориентируются именно на главного капиталиста и, соответственно, страну, которая является законодателем, по сути, всего, что происходит в мире. Так, друзья, давайте перейдем к графику ключевого показателя рынка и американского, и мирового. Это, конечно же, SFD на фьючерс S&P 500, месячный таймфрейм. И мы с вами видим на месячном таймфрейме, что, в общем-то, SP 500 летит в космос, и ничто не может его остановить. Я обратил внимание, тенденция, которая наметилась на последнюю неделю. Если читать, в общем-то, ту западную аналитику, прессу финансовую, которая публикуется, если анализировать тренды, которые изучаются, запрашиваются, то здесь, в общем-то, приходит два момента. Первый момент. Сократилось количество статей, идей, то, что связано с ростом рынка. И оно понятно, рынок находится на хаях, и все прекрасно понимают, что текущая ситуация, она подобна опытам доктора Франкенштейна или некромантии, когда оживляют что-то такое, что не совсем живое или что не совсем может ходить и ощущать себя живым существом. Прекрасно, то есть это понимание к людям пришло. Следующий момент, который заключается в том, что пошло очень много публикаций в поисковых системах запроса, связанных с дивидендами и способность дивидендов спасти капитал от инфляции, которая растет. То есть, исходя из вот этого волшебного чудесного графика, который растет как ракета, исходя из тех изменений, которые произошли в публикациях финансовой прессы, американской, мировой, можно сделать вывод, что мы добрались до вершины, либо, если не добрались, уже сформировалось неустойчивое равновесие, которое, судя по изменению того, что некоторые люди называют сантиментом, можно характеризовать как подготовку либо к консолидации, либо к затяжной просадке. Но смотрите, это не значит, что рынки в моменте рухнут. Идет денежный поток, вентиль открыт, монетарный. Соответственно, рынки держатся на хаях. Даже по сути, независимо от их воли, достаточно просто, чтобы особо никакого негатива не выходило. Но было там в июне ФРС пугнул тем, что скоро будет ужесточать монетарную политику, потому что рынок труда не восстанавливается надлежащим образом, а инфляция ставит рекорд за рекордом. Такое имело место быть. Но на самом деле я склоняюсь к точке зрения, что пока не будет полного трэша, сущего с инфляцией, если хоть какие-то признаки восстановления рынка труда американского происходят, то, соответственно, ФРС будет продолжать ту политику, которую ведет, то есть скупка активов и нулевые ставки. Но опять же, здесь проблема возникла нежданно-негаданно. Оказалось, что те люди, которые в Америке зарабатывают немного денег, ну, как правило, это сфера обслуживания, связанная там официанты, доставка и так далее, они оказались в ситуации, когда им не работать и получать пособие и выплаты выгоднее, чем выходить на работу. Соответственно, сейчас текущая безработица в Соединенных Штатах, она характерна тем, что те люди, которые задействованы были в сфере услуг, они не хотят выходить на работу. Они хотят выходить на работу, потому что им платят деньги за то, что они не выходят на работу. Выплаты же продолжаются, сбережения остались. И поэтому получается парадоксальная ситуация, что все закольцовано. С одной стороны, надо предоставлять помощь для того, чтобы все это хозяйство не рухнуло. С другой стороны, предоставленная помощь, она уже стала, в общем-то, препятствовать восстановлению американской экономики. И здесь уже появляется, скажем так, два фактора, которые существенно подрезают крылышки. Первый – это инфляция издержек, связанная с тем, что растут цены на сырье. Это вызывает сбой в равновесии, дальнейший рост цен на услуги, на товары производителей.
И здесь на самом деле не все так просто и однозначно. Не так, что вот сырье выросло и все, и успокоились. Нет, пошли круги по воде от брошенного камня. Это имеет отложенные последствия. То есть этот рост цен на товары произведенные, он будет в дальнейшем как-то увеличиваться и продолжаться, он никуда не денется. И другой момент, то что не выходит определенная категория людей на работу, соответственно, они не задействованы в производстве прибавочной стоимости, они палят резервы, которые есть. И помимо всего прочего, получается, что те деньги, помощь, которые выделяются, они идут часть на раздувание инфляции и издержек, а часть на то, чтобы люди не выходили на работу и не создавали прибавочную стоимость. Вот такая выходит загогулина, и ФРС придется в ближайшее время разгадывать этот пазл, рубить Гордеев узел, и чем дальше они откладывают решение этих проблем, тем потом более и более будут выпучены глаза у доктора Пауэлла, выступающего на Конгрессе, и говорящего, что вот, а оказывается, мы ждали, что инфляция упадет в конце года, а она не упала. Ё-моё, какое несовпадение. Итак, друзья, если оперировать на график американского ключевого индекса S&P 500, месячный таймфрейм, здесь просто идет ответственный рост. Нельзя сказать, что он экспоненциальный, но хорошая линейная такая прямая под углом 45 градусов, как выстрел из гаубицы. Для того, чтобы заряд баллистически летел на наиболее дальнюю дистанцию. Так, друзья, далее недельный таймфрейм. Недельный таймфрейм, конечно, интересный, потому что он уже указывает на то, что здесь попытка разворота произошла. Но таких попыток, как вы видите, был вагон и маленькая тележка. Ни к чему эти попытки не приводили. Но здесь у нас в последнее время, скажем так, начали происходить такого типа сделки, коррекционные откаты с вялыми последующими выкупами, которые указывают на то, что мы находимся где-то в районе вершины. Но может быть еще 50-100 пунктов, если хватит духу. Но дальше уже здесь все готово, хворост высушен, и в любой момент может начаться коррекционный откат. То есть здесь по структуре роста, которая происходила, есть и признаки того, что мы находимся где-то в районе точки X, либо черного лебедя. Но сказать, где этот черный лебедь, разумеется, никто не может. Это невыполнимая задача. То есть это только, я не знаю, там какой-нибудь Нострадамус, и то я в это не верю, что такие люди существуют. Скорее всего, есть люди просто, которые себя выдают и берут деньги. И всегда, когда начинаются смутные времена, невероятно растет спрос на предсказателей, оккультистов и так далее, на всю эту средневековую нечисть. Так, ну, что бы я хотел отметить. Вот смотрите, я обращал на это внимание, скажу это еще раз. Вот есть здесь несколько ключевых уровней, которые в случае пробития они вызовут сильное движение вниз. Первый уровень это 4250. Ну, в районе него, там на самом деле он идет 4236, 4251. Чтобы не забивать голову, давайте ориентироваться на 4250. Пробой этого уровня вызовет сильное движение вниз. Следующий уровень, который может сдержать падение, находится в районе 4080. Вот как бы если здесь уже будет пробитие, тогда можно с высокой степенью вероятности утверждать, что началось, что вот это все сломалось и оно сыпанется. И здесь первая цель движения находится в районе 3550. Я все-таки склоняюсь к мысли, что летом этого не произойдет. Скорее всего, это будет конец сентября, начало октября. Но ситуация назрела. И здесь есть два момента очень непростых для американских финансовых властей и просто для американских властей, которые им предстоит решить. Дело в том, что выпущенный объем денег, я не имею в виду, что они напечатали хрустящие купюры, хотя это тоже есть. Вообще, то есть то, что можно назвать в том или ином виде денежными знаками, либо эмуляцией денежных знаков. То есть там различные поручительства, выкупы активов и так далее. Оно должно куда-то деться. Оно должно перейти в товары и услуги. В таком количестве товаров и услуг не произведено. И не будет произведено в ближайшее время. Давайте на это посмотрим объективно. Соответственно, для того, чтобы эту денежную массу, ее нейтрализовать,
ее нужно спалить. Потому что то, что ее загнали в фондовый рынок, да, это какое-то временное средство есть, фондовый рынок вырос. Но в конечном счете ее нужно либо трансформировать в экономический рост, либо спалить. Экономический рост, то, что можно было сделать, оно сделано. Возникает эффект избыточной массы. Здесь как бы текущая ситуация, то, как это работает, что постоянно нужно подбрасывать дрова в печку, рано или поздно придет к тому, что это все сложится. И как раз избавление от вот этой избыточной денежной массы, оно будет именно за счет падения, за счет сжигания созданной прибавочной стоимости на американском фондовом рынке. Вопрос только, когда это произойдет. Есть еще другой способ, как успешно это дело все пустить в оборот, то есть выпущенные деньги, чтобы они как бы успешно встроились в американскую мировую финансовую систему и не нависали, как Дамоклов или Дамклавов меч. Это открытие новых рынков. Как раз вот эти все зеленые технологии, которые сейчас запускают, то есть переход на другой вид энергии, оно как раз и сделано для того, чтобы произошло обновление основных фондов, которые всегда затратны, которые происходят после войн. И, соответственно, экономика перезапустилась. Но скорость печатания денег не совпадает с процессом открытия нового рынка. И поэтому, я думаю, высока вероятность того, что в самое ближайшее время мы столкнемся с тем, что где-то что-то недокрутят, недосмотрят, пружина распрямится, и мы увидим достаточно существенное снижение проседания по фондовому рынку. Опять же, я не могу точно назвать дату этого процесса, я просто вижу, что есть фундаментальные предпосылки. Как это произойдет? Каждый кризис рождается по-новому. Но смысл один – перепроизводство чего-либо. Сейчас произошло перепроизводство денег. И, скажем так, не было таких совершенных механизмов контроля, допустим, в Веймарской республике немецкой в 20-е годы, в конец 10-х, в начале 20-х. В Зимбабве тоже не было, там поэтому была гиперинфляция. В Соединенных Штатах и в современном мире такие способы контроля есть. И поэтому до какого-то момента они будут удерживать. Но нельзя до бесконечности нагревать котел и закручивать вентиль. Он рано или поздно не выдержит, в конце концов, стали, из которой он состоит. Но это все преамбула, друзья. По S&P на предстоящей неделе с точки зрения графика здесь, скорее всего, консолидация, но с точки зрения вот этой прямой тренда движения под углом 45 градусов, скорее всего, будут новые рекорды и новые движения выше. А если переходить к позициям американских спекулянтов, нон-коммерсов, то, соответственно, они делают ставку на то, что рост S&P будет продолжаться. То есть никто не ждет, что будет просадка. Ставка на то, что американский рынок на предстоящей неделе будет продолжать рост. По крайней мере, по широкому спектру акций. Так, друзья, если брать данные по NASDAQ, то есть по хай-теку, фанмагу, как угодно, то здесь получается порезали шорты и, соответственно, текущий момент постепенно перекладываются, делают ставку на то, что по NASDAQ также будет движение наверх. Так, друзья, ну давайте вот посмотрим NASDAQ, месячный таймфрейм. Здесь идет рост, но он не такой мощный, как по S&P. Но в ближайшее время ситуация может исправиться. Это связано с тем, что в рамках мирового масштаба может к осени возникнуть еще одна очередная, там, третья, четвертая волна ковида. По крайней мере, в ряде стран ситуация критичная. Это Великобритания, Россия. Ну, вроде бы ситуация стала полегче, значительно полегче в Индии и в Иране. В Соединенных Штатах возникла проблема даже на фоне достаточно практически стопроцентной вакцинации. Эта проблема, она в Южных Штатах, где живут всякие реднеки, которые не хотели прививаться волшебными работающими прививками от Модерны и от Pfizer. И, соответственно, эти люди, они сейчас вот попали в зону риска и начали генерить новые случаи заболеваний. Здесь надо четко понимать, что если пойдет новая волна, то, соответственно, это придаст очередное дыхание высокотехнологичным компаниям. Потому что новая волна – это дополнительные ограничения, изоляции и, соответственно, спрос на все то, что связано с новой экономикой. Так, друзья, ну здесь, переходя на дневной таймфрейм, что мы видим? На дневном таймфрейме мы видим по NASDAQ, что здесь произошла попытка сломить
нисходящий тренд, который до этого ранее намечался. Сейчас здесь вопрос в удержании уровня 14250, 14200. Если этот уровень не пробивается, то все вот эти пертурбации автоматически будут засчитаны в рост и дальнейшее движение наверх. Ну а кто у нас бенефициары этого движения? Это, конечно же, Amazon, Apple, Facebook, ну и есть компании поменьше, типа Твиттера. Так, друзья, но здесь, исходя из движения в NASDAQ, наиболее вероятно на предстоящей неделе либо консолидация, либо переписывание вот этого хая, который ранее возник. При условии того, что будет удержан уровень 14250. Так, друзья, давайте посмотрим отдельные компании. Apple месячный таймфрейм. Здесь пробили, чуть не сказал, новое дно. Нет, пробили, прокололи новую вершину. Соответственно, вопрос закрепления на достигнутом значении и удержания. А у Apple наметилась новая поддержка. Новая поддержка находится в диапазоне 139,3, 137. Соответственно, если на предстоящей неделе не будет пробития вот этого диапазона, Apple здесь консолидируется и продолжает рост. Но в идеале здесь движение на 162,5. Наверное, такого быстрого движения не произойдет. Но, по крайней мере, вполне как бы на 152-155 она отсюда на предстоящей неделе может сгонять. Опять же, обращаю внимание, если не будет пробития этого диапазона. Если здесь диапазон пробивается, то вот этот весь волшебный рост он ломается, и Apple уходит искать поддержку сначала на 128,5, потом в район 122. На текущий момент больше факторов указывает, что она здесь собирается с духом и пойдет, ну, первая цель 155. Так, друзья, далее AMD. Сначала давайте месячный таймфрейм. Здесь затухающие колебания пока возникли. Но на самом деле на дневке достаточно оптимистичная ситуация. И с учетом тех сделок, которые происходили на прошедшей неделе, весьма вероятно мы по AMD увидим на предстоящей неделе движение сначала 94.25. И в случае закрепления в этом диапазоне следующее движение будет попытка пробить 99,5 и улететь в космос. Конечно, AMD очень сильно выросла. Вот здесь есть определенное указание, набор позиций, если это так можно назвать, что все-таки весьма вероятно движение продлится до 100, и потом посмотрим, что будет на сотке. Вполне возможно, что ее куда-то дальше потащат. Ключевая поддержка здесь находится на 86,5, 85,4, вот этот диапазон. Если этот диапазон пробивается, то все это растущее движение может треснуть, и AMD откатится в район 76,5. Опять же, обращаю внимание, вот у него уровень есть 72,74, прямо как у Brent. И, соответственно, вот если этот диапазон не пробивается, то с учетом той магии в полупроводниках, которую делает компания AMD, несмотря на ее переоцененность, скорее всего найдутся желающие ее выкупать и гнать дальше наверх. Но на предстоящую неделю наиболее вероятна отработка цели 94. Вот. На самом деле может быть движение и выше, пока это под вопросом, но скорее всего будет 94. И если этот диапазончик удержим, то соответственно останется она торговаться здесь и возможно пойдет выше. Так, друзья, далее Qualcomm. Но на самом деле у Qualcomm ситуация очень интересная. Очень интересная. То есть, с одной стороны, здесь вроде как его очень сильно взрастили, так что он должен был, просто обязан был скорректироваться в район 73,83. Но никакой корректировки не произошло. Его здесь же смели. И, соответственно, на текущий момент сейчас он пытается отскочить и заново сходить вот сюда, в верхние слои атмосферы. Так, друзья, ну и переходя к дневному таймфрейму, на предстоящей неделе Qualcomm вполне может дать жару. Это произойдет, если будет пробитие 143. Вот 143, если здесь пробитие происходит, его скорее всего дальше потянут на 160, возможно даже повыше. Соответственно, эта идея по Qualcomm не срабатывает, если будет коррекционный откат с пробитием 131,6, 131. В этой ситуации, несмотря на такие резкие движения, что нормально для американского хай-тека, его могут отправить вниз, искать способ закрепиться в районе 123-123,5.
Так, друзья, далее Тесла. Ну, смотрите, по Тесле там был небольшой цветнотик. С одной стороны, там в конце прошлой недели была информация о том, что там Тесла самовоспламенилась. Потом были новости о том, что Теслу будут выметать из Китая. Ну, условно выметать, разумеется. То есть будут ее теснить, там по-всякому продажи у нее падают и так далее. Ну, действительно, то есть снижение произошло, но обращаю внимание, что в четверг все это снижение его успешно выкупили. На текущий момент по Тесле на предстоящей неделе весьма вероятно будет движение, у которого цель находится вот здесь вот в районе 678. То есть сюда его, скорее всего, ее точно затянут. Далее, если здесь возникает закрепление, консолидация, то отсюда будет следующая цель. Это, соответственно, 765. Обращаю внимание, что цели целями, но если здесь возникает коррекционный откат с пробитием 600, 610 вот этого диапазона, то вот этого роста не видать, как ослиных ушей, и, соответственно, здесь пойдет дальнейшее снижение, у которого цель будет сначала 540, потом движение на 500. А то, что она ушла ниже 650, конечно, это не очень хорошо, но с другой стороны, как вы видите, 650 здесь определенная рэперная точка, она спускается ниже 650, ее начинают сразу выкупать и подтягивать наверх. Поэтому как раз исходя вот из этого движения, которое здесь возникло, на предстоящей неделе по Тесле весьма вероятно будет попытка, ну как минимум, сходить в район 680, а может быть даже и повыше, если здесь она успешно закрепится или начнут выходить какие-то позитивные новости, которые потащат ее наверх. Так, друзья, вот еще был вопрос по поводу компании Palantir, недельный таймфрейм. Да, здесь произошел небольшой надлом, но на текущий момент этот надлом весьма вероятно завершился, и она готова к тому, чтобы отскочить и сходить на 27,5. Но если на дневной таймфрейм переходить, здесь как бы все как бы готово для того, чтобы ее свозить на 26,8, 27,3. Вот сюда, вот к этому значению. Соответственно, идея не срабатывает, если возникает коррекционный откат и пробитие 21,83. В этой ситуации цель движения будет вот эта пимпочка 17,8. На текущий момент здесь, ну скажем так, не настолько уверенная ситуация, как по другому американскому хай-теку. И бумага достаточно специфическая и не такая ликвидная. Так, друзья, ну это в общем-то все, что я хотел, я вам доложил по американскому рынку. Судя по всему, будут пытаться хай-тек опять на очередные хаи гнать. Хотя и в целом по S&P ситуация достаточно позитивная. То есть там рост 45%, тренд не сломан. Вот. И весьма вероятно, что на предстоящей неделе у нас на американском рынке будет, судя по изменениям позиций SOT SFTC американских спекулянтов, будет рост очередной, ну, либо консолидация. Я бы сейчас все-таки на рост ставку не делал, если только какие-то коротенькие идеи, потому что, ну, понятно, что с одной стороны рост идет на печатных денег, с другой стороны, что люди понимают, таких цен не может быть и шортят. Вот. Но здесь сейчас такая ситуация, как переохлажденная жидкость или перегретый пар. Любая частичка, которая попадает, она может послужить центром образования жидкости, либо кристаллизации и вывести систему из метастабильного состояния. Я все-таки делаю ставку на то, что до конца лета, ну, по крайней мере до середины конца августа ситуация будет удержана под контролем, но тем не менее я считаю, все равно надо быть осторожным, и сейчас с моей точки зрения пока что, наверное, не время для каких-то долгосрочных вложений. Но это опять же мое субъективное мнение. Друзья, спасибо за внимание, хороших выходных.